Всем привет! В общем, снова, так сказать, смена обстановки. Сегодня я решил снова не гулять по улицам, а вот пойти. У нас тут недалеко есть парк. Даже не парк, а район такой симпатичный, с озерами. Вот, смотрите, что у нас поехало. RV такой, трейлер. Кто-то уже выезжает на выходные отдыхать. Велосипеды загрузил. Трейлер шикарно. В общем, вот такой вот у нас район, называется Island Lakes. И тут, получается, остров у нас такой посередине. Озера так вокруг островка, на котором жилой массивчик. Такие улицы, там довольно-таки симпатично, мостики. Ну, по виннипегским меркам довольно-таки симпатично. Мне здесь нравится по утру гулять. А, кстати, ой, смотрите, тут дорогу переходит. Нет! Селись на дороге. Мне надо пройти. Все, молодцы. На пляже отдыхают, да? У кого-то жизнь здесь. Кстати, полно мин, если вы заметили. На дорожке, на траве. Ой, перебился. В общем, за то, что поутру здесь гулял. В общем, вчера выходил, было так рано утром, на рассвете я решил поснимать. И видите, сейчас небо видно, облака, все. Тогда не было видно. Вчера все было в дыму. У нас северная часть Манитобы горит. Да вообще весь север Канады горит. Саскачеван, Манитоба, Альберта и Онтарио. Эти 4 провинции. Да. В общем, дым. Такое дело. Ну, было прикольно посмотреть на солнце. Его можно было увидеть. Такое красный дым блокировал лучи. Поэтому оно просто так все в кучке держалось красным таким шариком. Было интересно. В общем, много говорить не буду, в основном буду стараться показывать. Вот здесь уже тоже кто-то сцепнулся за гусем, судя по перьям. И снова ж таки, везде куча гусиного помета. Я все думал, почему здесь футбольные поля, газон на них стрижный, все, гуляй, не переиграем. Мы бы в детстве, в подростковом возрасте и взрослом бы на таких полях, нас отсюда не выгонишь. А здесь нет, дети не играют на детских площадках, на футбольных полях, здесь в парках, потому что очень много гамна гусиного. Ну, прям очень много. Вон, там какая-то птица летает крупная. Что это? Подлетит ближе. А, это коршун, так сказать. Коршун. Копчик, ястреб какой-то, он голову вниз выставил и высматривает себе рыбешку, хочет поцелить. Или утенка, какого-то гусенка. Тоже вполне возможно. А вот мы, собственно, дошли до первого моста. Совсем рядышком. Тут метров, наверное, 200 от улицы пройтись.
довольно-таки много кто собачек выгуливает. Вот сейчас можно, в принципе, перейти дорогу и пойти по этой дорожке. Она придет через метров 300-400 к школе. Ну, я хочу пойти через этот остров, через мостики и обойти так по кругу. И с той стороны зайти с другого мостика и вернуться сюда и по этой дорожке обратно. Вот, там пеликан летает. Так утречком прыгнул, чтобы не идти куда-то, не забирать с автопарка. Прыгнул и пошел. Поехал. О, кстати, катер на продажу. Дерево, интересно, стянули. Вот оно расходится, и чтоб не разломалось, вот такие вот стропы натянули. Эх, почтовые ящики. Я так детство вспоминаю, у нас тоже на краю улицы, вот, где улица заканчивалась, такое я не заметил. И шел, видите, такой маленький значок в траве. No. Нет. Не надо так делать. Вообще такой симпатичный домик архитектурный, всякие мелочи, если посмотреть. Вон какая катушка для шланги. Сейчас, если увидите. Вот такая интересная. Да, такие вот тоже выставляли почтовые ящики с номером домов. Идешь, конец улицы, он там стоял, пока его кто-то не сбил на чем-то. Ну, а что, он стоял на перекрестке, да. Да. 14, и, в общем-то, через 5 дней у нас лето начинается, с 21 июня, так же, как осень начинается с 21 сентября и так далее. В общем, с погодой, вот как начнется лето, будет хорошо, пока есть переменчиво. Хоть и лесные пожары начались, они уже 3 недели нас дымом душат. Ну, при этом я не скажу, что было жарко. Жарко было только 1 неделю. А потом так градусов 20 в среднем. Вот минус. Привык уже говорить минус. Вот где-то от 8 и до плюс 25. Вот, то есть 18 градусов где-то в среднем температура у нас последние 2 недели. Что, в принципе, хорошо, не жарко, так как летом здесь может быть очень жарко. Еще так как болото, и они здесь начинают паровать. Здесь так парит, когда жарко. Ну и зимой, естественно, холодно. Так что да, такая вот погода. Вот лето и осень здесь шикарные. Ну и сейчас, так как не жарко, ну, опять же, никуда не сходишь, не покупаешься, вода еще не прогрелась от слова совсем. Вот недавно только вот это большое озеро Виннипех, он 2 недели назад размерзся полностью. Нет, стоп. Размерзся он, кстати, 3 недели назад. Ну, там на севере еще сейчас было такие, сходили льды, так сказать, в берег уходили. Ну, вот. Кстати, кто-то мне писал в комментариях, что классно, в Канаде заборов нету. А я иду, заборы вижу. Он тоже такой 2-метровый. Кстати, за забором бассейн с горкой. Круто. Вот, собственно, и второй мост. Там какой-то катамаранчик во дворе. Вижу. Там. Вот. Эти остановки стеклом закрыты.
уже больше, чем половина остановок перебитые. Ничего не осталось, а потому что внутри, хоть и показывается не курить, мы видим здесь все что угодно. Горлышко бутылки разбитое, шприцов. Видно, не видно. Что тут такое? Иголка какая. А, это зажигалки, пьезоэлемент. Ну, такое. Здесь еще чисто. Район хороший, поэтому здесь чисто. Стекло целое. Еще, кстати, минус этих остановок. Они не делают карманы для автобусов. И ты объехать порой не можешь. Тут можешь, а бывает двойная сплошная и не можешь. И стоишь, ждешь. Еще, кстати, видите, вокруг озера не пройдешь, так как это уже чьи-то заборы. Не, ну можно постараться по камням ходить, но дорожек нет, так как это уже чьи-то двора. Блин, выходит к берегу, к речке, и все, кто-то выкупил, так сказать, берег озера. Оговорился, речки. Снова заборы. Заборы есть. Вон там какое-то металлическое. А почему? Довольно-таки криминальная ситуация. Вот, кстати, за это тоже хочу поговорить, что обрадовал. Не то, что обрадовала криминальная ситуация, а то, что я поговорил на работе. Наконец-то, во-первых, я поговорил с кем-то на работе, так как канадцы такие очень, ну, не знаю, здесь в Манитобе зажаты, вот, чтобы они первые заговорили, там, улыбнулись, что-то сказали и вообще раскрепостились, так сказать, это сложно. Они такие, они общительные. Ну, в целом с боссом, начальником смены поговорил. Когда с Персинкой, в общем, слово за слово разговорились. И что за законы спрашивали, говорю, здесь вообще классно, так бывает нормально, вот, не соврешь. Нормальная страна, все. Только если бы у вас бы дурь отменили, и от этого криминалитет упал. Говорят, так кто-то под кайфом творит фигню, а ты ему сделать ничего не можешь. И он такой говорит, а в смысле чего сделать не можешь? Ну вот если он вломится к тебе в дом, ну заборы-то вы видите, да, вломиться они могут через двери запросто. Очень часто, вот в том году 2 раза я смотрел новости, что тут есть отдаленные дома, не в самом городе, а где-то там 50 километров за городом, 30 километров за городом, там у кого-то такое не раньше, а просто домик возле поля, либо же возле лесопосадки, и туда вламываются. И, в общем, 2 семьи так уже порешили, да? Приятного мало. Я говорю, и вот как тебе вламывается, говорит, и ты ничего сделать не можешь, говорит, то что тебя потом засудят. Он говорит, нет, ну все не так плохо. И, в общем, что меня порадовало, не знаю, наверное, для многих это будет хорошие новости, что отпор можно давать, говорит, и вплоть до того, чтобы застрелить. Если сам тебе сюда ламывается, ты не знаешь, что от него ожидать. Сейчас, секундочку. В общем, если кто-то к тебе ламается, ты не знаешь, что от него ожидать, естественно, то ты можешь его застрелить,
и зарезать, все, что хочешь сделать. Но с одним условием, если он покидает твой дом уже, понял, что ошибся, типа не вывозит и текает, ты не можешь стрелять ему в спину, либо же там избивать его, когда он уже уходит от тебя. Вот такие вот условия. В целом меня это обрадовало. И тебя не сделают виновным, это посчитают как самозащиту. Вот это, я считаю, хорошо. Это светлая сторона, что ты можешь себя защищать в равной степени. На улице, если драка, он говорил тоже, если вы деретесь, получается, если это была самозащита, тебе ничего не сделать. Но как только он от тебя убегает, уходит, и в целом все, ты его не можешь догонять, бить, потому что это уже будет считаться, как ты на него нападаешь. Интересно, кстати, если он тебя ударил один раз и, скажем, все, ушел. Просто и ты должен этот удар просить. Такое что-то странное в этом понимании. Ну, он говорит, полиция может призакрыть глазок, смотря кто с кем дрался. Да. И это я уловил суть. А вот здесь все-таки придется пройтись по улицам. Здесь нужно свернуть направо и обойти остров Седой. Тоже кто-то заряжен на внедорожье. Вездеходик. Джип. А вот здесь хотел сказать, смотрите, какой классный матовый цвет у этого Сивика. Потом заметил, что все-таки виннипешские дороги дают о себе знать. Сама покрас, походу, так облучился. Вот, а здесь уже, так сказать, тяжелая артиллерия. Вот что нужно. Вот для счастья. Только, правда, жить бы возле моря. Это надо выходить в море аж через Виннипег Лейк, через озеро Виннипег, через Хадсон Бэй, это пролив Гудзона. Потом только к океану. Ну, это надо через льды пробиваться. Ну, или ждать, когда все растает. Это долгий путь. Вот, кстати, Dodge как спринтер. Ну, так не кажется? Ну, вот, собственно, все. Сделал я этот почти круг. В общем, как я говорил, из-за того, что застроены все берега домами, было сложно найти улицу, которая идет именно к берегу, чтобы до моста дойти. Так как третий мост, я еще там не был. И я свернул не там, потом еще раз не там, и вышел на той же улице, ну, в принципе, вон там. Почти шел вокруг этого озера, но не видел озера из домов. Так что, в общем, так-то. Все нормальненько.